Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В это видео мы проверим эффективность водостойкого скотча Flex Type. Я приобрел такой водостойкий скотч Flex Type, который упакован в герметичную упаковку. Судя по надписям, он клеится на мокрую поверхность и может заклеивать подушки воздушные, бассейны, трубы, ну и много чего. 8 дюймов ширина, 10 сантиметров, но они бывают разной ширины. Сейчас мы проверим, как он работает. У меня есть дырявая подушка для плавания, она еще мокрая, только с бассейна. И есть мячик, тоже резиновый, с дыркой. Мы пытались заклеить его с помощью клея резинового, но латка отрывается, дырочка осталась, а выбрасывать его не хочется. Проверим эффективность скотча. Распакуем скотч и узнаем, что здесь внутри. Все герметично запаяно, то есть он не высыхает при хранении. Вот видно, здесь такой тубус есть целый скотча. Он не раскрутится, потому что склеен таким маленьким кусочком скотча. Для начала мы найдем дырку на подушке, где идет воздух. Я взял воду, опускаем, найдем место прокола. Вот здесь место прокола. Я сушить ничего не буду, а попробую по мокрому приклеить сразу сюда этот водостойкий скотч. Пометим маркером место прокола. И начнем вырезать латку. Латку я вырежу круглой формы, для того, чтобы она лучше держалась на месте прокола. Диаметром примерно 1,5 сантиметра. Будем скотч экономить. Вот у меня такая получилась латка. Теперь снимаем защитный слой. Очень хорошо держится защитный слой, поэтому надо чем-то острым его поддевать. Я воспользуюсь пинцетом снимать защитную пленку, потому что руками тяжело, очень хорошо держится эта защитная часть. И приклеиваем на место прокола. Я даже спускать не буду. Как видите, на мокрую поверхность приклеилась хорошо, без проблем. Хорошо придавливаем и проверим, как она держит воздух. Немного подкачаем до рабочего давления. Проверим герметичность латки. Опускаем в воду подушку. Как видите, полностью подушка герметичная. Воздух не идет. Где-то в другом месте еще дырочка есть. Вот еще одна. Она идет прямо по шву. Здесь уже место будет тяжелее для клейки. Но попробуем на этом изгибе. Вот видна дырочка. Пометим ее также маркером. И вырежем такую же латку. Главное, чтобы не было острых краев, которые будут затем засыпаться, и она может оторваться. Я уже заранее приготовил пинцет, потому что снимать пинцетом намного удобнее, чем ногтями. Пальцами не трогаем эту поверхность, чтобы не смыть слой клеящий. И клеим на подушку. Вот второе место прокола. На изгибе тоже мокро. Попробуем. И после этого проверим герметичность подушки. Как видите, теперь это не спускает.
в другом месте не будет дырки, то дети еще на ней поплавают. Теперь пробуем заклеить дырку на мече. Я хорошенечко здесь обезжирю эту площадь для лучшего прилипания и начнем вырезать латку. С помощью уайт-спирита обезжирим место приклеивания латки. Сотрем старую грязь, старый клей. Проверим. Я вырежу также небольшую латку диаметром около 1 сантиметра. И пробуем приклеить ее. Отклеивать нужно очень осторожно, чтобы пальцами не испортить прилипающее свойство клея. Поэтому используйте или ножик, или ножницы, или же пинцет. В зависимости от того, что у вас есть под рукой. Снимаем и клеим место прокола. Хорошо прижмем, накачаем, проверим, как она себя будет вести. Видите, латка пока держится, в отличие от той, которая была посажена на клей. Проверим теперь водой, не пропускает ли она воздух. Как видите, пузырей нет, пока держит. Ну а там уже посмотрим, как она будет себя вести при использовании мячика. Во избежание пересыхания скотча я буду хранить его в плотном пакетике в темном прохладном месте, чтобы он не потерял свои свойства клеющие. Выпустим воздух и положим в темное место. Вот эти два плавательных предмета уже заклеены. У меня еще есть, конечно, дырявый каркасный бассейн. Я еще на нем попробую потренироваться и заклеить отверстия. Ну а так уже все, что мы пробьем в хозяйстве, будем проверять. Вы были на канале Дело мастера Бойца, смотрели краткий видеообзор водостойкого скотча фирмы Flex Tape. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!